Привет, Арми. В Эль-Пасо была ночь, которую невозможно описать обычными словами. Ночь, когда сцена перестала быть просто сценическим пространством и превратилась в поле неконтролируемых сюрпризов. Все началось неожиданно. Свет погас, рев усилился, и тут он появился. Ким Тэ-хён вышел на сцену в черном меховом пальто, с красным микрофоном в руке, его волосы были еще мокрыми, словно он только что вышел из недавней энергетической бури. В одно мгновение, всего одно мгновение, атмосфера полностью изменилась. То, как он стоял, то, как он смотрел, это было не просто выступление, это было доминирование, и среди моря Арми была одна фигура, которая не могла скрыть свои реакции – Чон Чин-гук. Его взгляд задержался на Тэ-хёне дольше, чем на остальных, словно он не хотел упускать этот момент. Но это было только начало. Пока зрители пытались уловить ауру Тэ-хёна, внимание переключилось на Ким Сак-джина. В тот вечер родилась Сирена Джин. Визуальные эффекты были четкими, каждый крупный план приводил стадион в истерику, и все же, даже посреди хаоса, Чин-гук несколько раз оглядывался на Тэ-хёна, словно проверяя, все ли он на месте, все еще в центре событий. И как раз когда все думали, что все достигло пика, произошло нечто поистине безумное. Чин-гук увидел низко летящий дрон с камерами, он не помахал рукой, не улыбнулся. Без колебаний, он протянул руку и взял его. Этот спонтанный поступок вызвал взрыв эмоций на стадионе, но после этого момента он усмехнулся, повернувшись к Тэ-хёну, словно желая поделиться своей реакцией. А Тэ-хён? Просто легкая улыбка, спокойное выражение лица, но этого было достаточно, чтобы заставить Арми снова закричать. Но это еще не конец. В разгар хаоса, словно молния, появился Пак Чимин. Его исполнение песни «Суим» буквально зажгло сцену. Он снял куртку, его вокал эхом разносился, его движения были резкими и плавными, но между ними камера запечатлела короткий момент. Тэ-хён и Чин-гук стояли недалеко друг от друга, без слов, без преувеличенных жестов, но в унисон, словно две энергии, идущие по одному пути. И именно здесь ощущалась настоящая мощь. BTS, RM, Suga, J-Hope, Jin, Чимин, Ви и Чин-гук захватили круглую сцену, каждый шаг, каждая нота, каждый взгляд, все слилось воедино, но среди всего этого динамика между Тэ-хёном и Чин-гуком оставалась ощутимой, не что-то броское, а что-то тонкое, что-то, что могли почувствовать только те, кто действительно внимательно наблюдал. Но когда ночь, казалось, достигла своей кульминации, все приняло более глубокий оборот. Фейерверк стих, конфетти медленно посыпалось, и на краю сцены. Тэ-хён замер, Чин-гук был неподалеку, глядя в том же направлении. Тэ-хён смотрел наружу, на тысячи фиолетовых огней, заполняющих стадион в Эль-Пасо, все вокруг замерло, а затем он произнес: «Какое невероятное зрелище я вижу прямо перед собой». А рядом с ним Чин-гук тихо улыбался, не в камеру, не в зал, а на Тэ-хёна, как будто он полностью понимал смысл этих слов. Дело было не только в концерте. Дело было не только в выступлении, дело было в отношениях, в путешествии, дело в маленьких моментах, которые не всегда очевидны, но кажутся такими реальными. В тот вечер каждый участник выложился на полную: Чимин со своим огнем, Джин со своей внешностью, Чин-гук со своей неуемной энергией и взглядом, который молча возвращался к Тэ-хёну, Тэ-хён со своим незаменимым присутствием. И RM, Suga и J-Hope, которые держали все это вместе. Второй день в Эль-Пасо был не просто концертом, это было доказательством того, что когда эти 7 мужчин стояли вместе на сцене, между ними происходили маленькие истории, которые делали все это еще более живым. И среди них безмолвная история между Тэ-хёном и Чин-гуком была одной из самых незабываемых. И если подумать, этот момент на самом деле не закончился, потому что после того, как слова Тэ-хёна повисли в воздухе, стадион не сразу взорвался от восторга, совсем наоборот, теплая тишина окутала Эль-Пасо, как будто все осмысливали то, что только что пережили, не просто видели, а действительно чувствовали. Чон Чин-гук стоял в нескольких шагах позади. Его взгляд все еще был прикован к Ким Тэ-хёну, не было никаких грандиозных жестов, никаких слов, но присутствие было достаточно очевидным. Достаточно, чтобы многие Арми поняли, в том, что они всегда оказывались в одном кадре, было что-то большее, чем просто совпадение. Затем музыка медленно вернулась, потекли мягкие ноты, и один за другим участники начали двигаться, возвращаясь на свои места, возвращаясь к энергии сцены, но на этот раз это было по-другому, глубже, эмоциональнее.
Ким Намджун вышел вперед, его голос был спокойным, но полным смысла. Он говорил о путешествиях, о времени, о том, что каждая такая ночь принадлежит не только им, она принадлежит всем присутствующим. Его слова были простыми, но они несли в себе эмоциональную нагрузку, которую трудно описать. С другой стороны, Мин Юнги стоял с более спокойным выражением лица, но когда зазвучала его рэп-партия, его голос прорезал воздух с точностью. Каждое слово звучало искренне, без прикрас, без претенциозности, просто реальность, рассказанная такой, какая она есть. А затем Чон Хасок вернул свет, его энергия разлилась по сцене, постепенно согревая прежде тихую атмосферу. Улыбки начали возвращаться, руки начали подниматься, и армии снова подпевали. Но даже в этом переходе камера снова запечатлела нечто тонкое. Тэхён медленно отошел в сторону сцены, и, не глядя, Чингук естественно подстраивался под его темп, расстояние между ними оставалось не слишком близко, не слишком далеко, словно два человека, привыкшие находиться в одном пространстве, не нуждаясь в общении. Вот что делало этот вечер особенным. Дело было не только в масштабных событиях, не только в вирусных моментах. Именно маленькие, почти незаметные детали несли в себе наибольший смысл. С началом следующей песни Пак Чимин снова захватил эмоции на сцене. Его голос сначала был мягким, затем постепенно усиливался, его движения были плавными, а за ним остальные участники создавали идеальную гармонию не только в музыкальном, но и в эмоциональном плане. Ким Сак-джин время от времени улыбался зрителям, добавляя легкой энергии, Юнги и Хасок поддерживали живой ритм, Намджун задавал тон, и среди всего этого Тэхён и Чингук оставались в центре внимания, не потому, что старались, а потому, что их динамика всегда была завораживающей. Песня за песней сменяла друг друга, энергия нарастала, спадала, а затем снова нарастала. Армии пели без остановки, светящиеся палочки покачивались, словно волны. И каждая секунда ощущалась как часть чего-то большего, чем просто концерт. Затем, незаметно, ночь начала подходить к концу. Свет начал меняться, цветы стали теплее, темп замедлился, и атмосфера снова стала интимной. Участники стояли в ряд на сцене. Дыхание все еще было тяжелым, пот был отчетливо виден, но улыбки не сходили. Один за другим они заговорили, Намджун с глубокими размышлениями, Джин с шутками, которые рассмешили всех, Юнги с короткими, но содержательными словами, Хасок с любовью и энергией, Чимин со слегка дрожащим голосом и Чингук, который на мгновение замолчал. Он посмотрел на публику, затем, быстро, на Тэхёна. И когда он наконец заговорил, его голос был мягким, честным, без фильтров. Он говорил о том, насколько драгоценна эта ночь, как каждый момент казался реальным, и как он не хотел ничего забыть. Тэхён слушал, не перебивая, просто стоял в стороне, со спокойным, но внимательным выражением лица. И именно тогда все казалось завершенным. BTS были не просто 7 талантливыми людьми, они были единым целым, одной историей, которая продолжалась, одним путешествием, которое еще писалось. Зазвучала финальная музыка вечера. Знакомая мелодия, мгновенно узнаваемая всем стадионом. Армии пели громче, чем когда-либо, словно не хотели, чтобы этот момент заканчивался. Участники ходили по сцене, махали руками, взаимодействовали, запечатлевая каждую секунду. Тэхён на мгновение остановился, еще раз посмотрел на публику, затем медленно поклонился. Простой жест, но полный смысла. С другой стороны, Чингук подбежал, засмеялся, помахал рукой, но прежде чем вернуться в центр, он снова повернул голову, еще раз, к Тэхёну. Короткий момент, быстрый, но достаточный, чтобы запомниться. Последние фейерверки взорвались в небе над Эль-Пасо, разноцветные огни наполнили ночь, музыка достигла кульминации. А потом... Свет медленно погас, звук затих, но чувство осталось. Ночь на самом деле не закончилась. Она просто превратилась в воспоминание об энергии, о музыке, о безграничной любви, и между всем этим о двух фигурах, которые без слов, без жестов, сумели создать свою собственную историю в центре самой большой сцены. Второй день в Эль-Пасо навсегда останется в памяти, не только из-за того, что было увидено, но и из-за того, что было почувствовано. Потому что в конце, когда сцена опустела и свет погас, осталось не звук или свет, а связь между BTS и армией. Друг с другом. И между маленькими моментами, которые незаметно становятся всем.